Приветствую всех на канале, всем с Новым годом! Сегодня на обзоре прекрасные смарт-мультиметры, отличный автоматический подбор режимов, большой дисплей и большие символы, более комфортное восприятие информации, особенно у более старших, чье зрение не всегда остается зорким. Как видим, эра мультиметров потихоньку меняется, особенно если сравнивать с привычным для нас образом традиционного мультиметра, то это, конечно, совсем разные приборы, но суть остается одинаковым. Упаковка гораздо красивее у бренда ABF. В комплект поставки входит руководство пользователя на английском языке, где можно увидеть все основные технические параметры прибора. Здесь также по сопротивлению номиналы, также допустимые отклонения в измерениях сопротивления конденсатора и так далее. Ну и частота. Неплохо продуманный дизайн и отличное качество изготовления. В купе с отличным качеством материала видим достаточно неплохой результат для относительно недорогих мультиметров. Внешний вид, конечно, напоминает эпоху начала развития бескнопочных смартфонов. Мягкий защитный чехол, снимается, одевается легко. Кнопки мягкие, имеют ощутимый отклик нажатия. Гнезда шипов расположены в нижней части прибора. Отсек для элементов питания. Для большей долговечности видим бронзовую резьбовую вставку. Вмещает две батарейки стандарта 3А 1,5 вольт. Шупы и термопара – это вся комплектация данного мультиметра. С виду термопара неплохая, видим отличный спай. Шупы имеют изоляционные колпачки. Продуманная форма и отличный внешний вид. Категория безопасности до внушительных 1000 вольт, ну и допустимый ток до 10 ампер. Быстро пробежимся и по другой комплектации, хотя смысл смотреть, поскольку все один в один, даже руководство пользователя одинаковое абсолютно. В комплекте также мультиметр, шупы и термопара. Дизайн, форма, размеры – все как первой модели. Более такая яркая расцветка, ну и смотрится, конечно, это эффектно. Органы управления, всего по 3 кнопки на каждом приборе и незначительная разница в размещении значков на лице прибора. Название модели: на одном 620А и вторая CS617D. Для сравнения возьмем одинаковые высококачественные шупы с низким сопротивлением. Для включения удерживаем кнопку нажатой, и появляется вот такая отличная картина на дисплее. Огромные цифры, есть возможность измерения температуры со встроенного термодатчика. Не знаю, видно или нет, но есть незначительная разница в монохромной матрице. У прибора справа ощущается легкий зеленый оттенок фона, на втором чувствуется более серый оттенок. Ну и принцип и предназначение этих устройств в первую очередь это все-таки начинающие пользователи. Хотя прибор напичкан большинство важных, так сказать, основных функций мультиметра, но все это сейчас измерим, проверим.
Прекрасные углы обзора. Почти все одинаково на обоих приборах. Не знаю, есть ли какое отличие, но прекрасно видим даже под значительным углом. Для начала, в попытке найти хотя бы хоть какое-то отличие, будем сравнивать режимы измерения. Первый режим — это измерение сопротивления и прозвон. И на этом приборе также смотрим все та же функция. Следующая функция — режим теста диода. То же самое. Далее идет измерение емкости конденсаторов, отличное разрешение 3 цифры после запятой. Цифра после запятой — это и есть пикофарады, о котором ничего даже не написано в руководстве пользователя. Далее полезная функция Live, так называемая функция обнаружения фазы. Далее идет режим измерения температуры, где можно выбирать измерение в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта. Тут все то же самое. Но приборы достаточно шустрые, не зависают, переключаются достаточно быстро. Для начала немного прибор попробуем в режиме начинающего пользователя. Полностью автоматический подбор режимов измерения. Замыкаем просто шупы, и прибор распознает режим прозвона и, соответственно, выдает звук. То есть прибор сам вычисляет, что это именно режим прозвона. Но если потребуется измерение переменного напряжения, то снова на приборе ничего не переключаем и просто вставляем шупы в розетку. И как видно, прибор прекрасно распознает показания измерения напряжения. Прибор снова в автоматическом сканировании режимов измерения. Прикладываем шупы к резистору, и снова прибор вычисляет и понял, что это измерение сопротивления, и показывает нормальное значение измерения. Прикладываем шупы к батарейке, и снова прекрасный результат. Прибор автоматически распознал именно постоянное напряжение и выдал значение, близкое, указанное на данном элементе питания. Прозвонка в авторежиме, конечно, работает очень медленно, но данный режим прозвона проверим также и в ручном режиме. Посмотрим, насколько поменяется реакция. Для начала это прозвон, хотя здесь два подрежима: измерение сопротивления и прозвона, оба функции в одной закладке, и вручную переключиться между ними нет возможности. А вот прозвонка реально хорошо работает. Также отличная скорость отклика. Просто отлично. Здесь тоже точно такая же скорость отклика. Малые сопротивления прибор все еще видит как прозвон, но вот половина ома неплохо измеряет, достаточно быстро. Один ом — отличный результат. Точный 5. А здесь уже перестает дублирование прозвона. 100 Ом – нормальное измерение. Но странно, что дальше уже не измеряет. Хотя возвращаемся в первоначальный автоподбор режимов. Здесь, как ни странно, и гораздо быстрее измеряется, и прекрасно измеряет все остальные номиналы резисторов.
вплоть до 24 мегаом. На этом приборе видим значительное превышение. На половину ома вообще показывает больше 1 ома, двухкратное превышение. После 5 Ом уже более точное измерение. Отлично измеряет 1 мегаом, ну и почти 24 мегаома. В режиме теста диода смотрим напряжение на шупах. Отличный показатель, 3 с лишним вольта. И на втором приборе все так же одинаково. Видим, все подряд зажигает, в том числе есть на каждом индикация падения напряжения. Здесь, как видим, все точно так же отлично. Проверим еще лампочку. Нормально зажигает, есть индикация падения напряжения. Все точно так же и тут. Работа с диодом. То же самое. Пробуем измерение конденсаторов. Начнем с малой емкости. Нанофарады измерения есть. Один нанофарад измеряется. Очень близкие по точности значения измерения пикофарад, ну и половина номинала от 10 пикофарад. Здесь складывается впечатление более быстрого измерения, отличное измерение нанофарад. Видим также измерение пикофарад, но значение измерения отображается меньшим значением емкости. Пробуем и большие конденсаторы, начинаем с 2,2 миллифарад. Измеряется достаточно долго. Измерение 4,7 миллифарад. Измеряется достаточно долго, но показания очень близкие к истинному. И 12 миллифарад. Реально очень долго измеряет, но измерения проходят и точность отличная. И спокойно измеряет даже емкость в 22 миллифарад. Совсем небольшая разница в измерениях. Непонятно даже, кто из них более правильный. Скорее всего, будет золотая середина. Этот прибор, кажется, чуть-чуть завышает, но первый прибор показался, что наоборот чуть показывает меньше. Измеряет достаточно долго, но результат в обоих случаях отличный.
Теперь смотрим полезную функцию Live, проверяем наличие напряжения, а именно отличие фазы. И как видим, прекрасный результат. С таким тревожным предупреждающим эффектом подсветки дисплея. Ну и этот показывает отличную работу и, как видим, спокойно отличает фазу от 0. Далее идет функция измерения температуры. Помимо того, что прекрасно измеряет температуру в комнате со встроенного термодатчика, будем пользоваться термопарой. Достаточно быстрая скорость изменения набора температуры, в том числе и остывания. Такого типа термопар – это минимальная инерция. Проверим также его работу на примере кипения воды. Приборы, конечно, почти не отличаются в измерениях. Если верить этим приборам, попробуем еще на сколько градусов будет вскипать вода. Хотя на точность измерения еще влияет и атмосферное давление в зависимости от уровня над морем. И, как видим, температура кипения в пределах 100 градусов Цельсия. И, как видим, неплохая стабильность в измерении, температура не прыгает и идет плавное остывание. В левом верхнем углу видим значок функции Auto Power Off. Эта функция автоматически выключает прибор, если не пользоваться в течение примерно 15 минут, при достижении которого сперва издается предупредительный сигнал. Надо прибежать к прибору и нажать какую-нибудь кнопку. Если этого не успеть, то в течение 1 минуты происходит еще одно предупреждение и прибор отключается. Эта функция может сохранить жизнь батарейкам, но данную функцию можно при желании отключить. Для этого на выключенном приборе удерживаем кнопку Select, включаем прибор и видим, теряется значок. И теперь прибор может работать бесконечно долго, вплоть до полного опустошения элементов питания. На видео многие из вас, наверное, заметили, что нет выбора ручного режима измерения напряжения, в том числе переменный и постоянный. Также возможность ручного переключения между напряжениями. Заодно посмотрим работу функции кнопки Hold. Смотрим, проводим измерения и кнопкой Hold производим фиксацию показаний измерения. И, как видим, есть основная информация бытовой переменной сети. Точно так же информативно измерение проходит и тут. Загорается дисплей тревожным красным цветом, предупреждающий опасное высокое напряжение, своего рода индикатор. И снизу одновременно отображает и частоту с хорошим разрешением, 2 цифры после запятой. Ну и при удержании данной кнопки одновременно включается подсветка дисплея и фонарик. Яркость дисплея в темноте более чем достаточная, все отлично видно. Видим хороший контраст и снова отличные углы обзора. Справа есть небольшой пересвет, хорошо выделяются на общем фоне 4 светодиода. То есть засветка получилась не совсем однородная. Хотя это не так сильно заметно. Ну а вот яркость фонарика, конечно, оставляет желать лучшего. Можно, конечно, попытаться разглядеть, но теперь измерение постоянного напряжения. Начнем с элементов питания. Измерение достаточно быстро.
видим, как разряжается. Ну и как видим, на новой батарейке также нормальное значение измерения. Здесь тоже все быстро измеряется. Теперь немного проверим на точность. Измерение сперва видим, как определяет в качестве прозвона, потом меняется на режим измерения сопротивления. Будем подавать питание с прецизионного блока питания от бренда Rigol. Раз нету выбора измерения ручного режима постоянного напряжения, прибор пытается распознать все в автоматическом порядке, и, к сожалению, прибор пока не может определить даже значением свыше 100 мВ, все еще определяет как сопротивление. И на отметке в 600 мВ прибор переходит в режим автоматического сканирования, прибор уже распознает постоянное напряжение. Но при этом он может измерять в обратном порядке более меньшие значения, но опять ниже 400 мВ снова уходит в автоматический режим. Но что касается точности измерения, то это, конечно, впечатляет. Как видим, практически точь-в-точь повторяет установленные значения высокоточного блока питания. И даже с возрастанием напряжения видим, не очень поменялась точность. Всего 2 мВ разница, и это прекрасный результат. Здесь тоже обнаружение напряжения идет свыше 600 мВ, но, как вы заметили, снова прекрасные результаты измерения. По точности даже чуть-чуть кажется лучше, чем первый. Хотя с возрастанием напряжения видим обратное. И теперь разница не 2 мВ, а ошибается на 3 мВ. В общем, отлично, одинаково оба измеряют. Сейчас будем смотреть, как работает прибор с токами. Для этого черный щуп всегда оставляем в центре в гнезде COM, а красный щуп уже перекидываем на цепь измерения малых и больших токов, поскольку в данных приборах для измерения как больших, так и малых токов предусмотрена только одна цепь измерения. В качестве нагрузки будем использовать вот такой импровизированный нагреватель. Точность дозировки напряжения и результат отражения токов нагрузки будем контролировать с помощью снова с блока питания Rigol, где можем добавлять хоть по 1 мВ и достаточно точно контролировать токи. Проверять будем на возможность обнаружения самых малых токов. Особенно полезная функция для тех, кто любит искать утечку тока. Как видим, до 10 мА тока мультиметр не способен обнаружить малые токи, ну а все, что двигается выше, как видим, прибор прекрасно измеряет. И, так сказать, с очень даже хорошей точностью. С возрастанием токов смотрим, набегает и небольшая погрешность, или, так скажем, неточность измерения показания, и при превышении порога 800 мА прибор снова включает красный тревожный цвет дисплея, и примерно на 5 вольт идет небольшое расхождение по токам, есть расхождение примерно на 20 мА.
И в мультиметрах редко где встречается, чтобы миллиамперы измеряли более 200, 600, может быть максимум 1000 миллиампер. Но здесь, как можем видеть, есть измерения и даже больше. И это даже еще не предел. В миллиамперах данный прибор способен измерять столько, сколько позволяет счетчик измерения, как здесь видим. Но свыше этого порога уже прибор измеряет и целые числа амперов. Такого, конечно, не ожидал, но на этом приборе выдающие результаты по току с разницей в 1-2 мА показывает практически схожие малые токи, пытаясь точь-в-точь повторить, как на высокоточном блоке питания. Умение так точно работать с малыми токами – это просто находка для любителей сборки, настройки транзисторных усилителей звука, ну и автолюбителям также ценная функция, как поиск утечки тока. На тестировании, хотя применялись высококлассные щупы, все равно не хотелось верить в такую разницу между приборами, одинаковыми приборами. Даже попытка с одними и теми щупами, все равно видим разница не в щупах, а реально в самих приборах. Возможно, есть какая-то разница в начинках прибора, поэтому и обязательно заглянем вовнутрь чуть далее в ролике. Измерение переменного тока, особенно что касается малых токов, пробуем на частоте 1000 Гц. Хотя мультиметр не может отразить такую частоту, но видим, прекрасно измеряет значение малых токов на переменном напряжении. Еще небольшой пример на то, как прибор работает с истинным среднеквадратичным значением. Видим, есть частота нормально и достаточно точное показание истинной переменки. Это все на нормальных параметрах в 5 вольт и 50 Гц и при хорошей синусоиде. Пробуем менять частоту на 10 Гц. Видим, напряжение особо не поменялось, но все, что ниже 10 Гц, видим, уже прибор начинает выводить ошибки. Теперь проверим снова работу частоты, но уже с изменением амплитуды с максимально возможного на данном генераторе 25 вольт. Посмотрим, насколько максимум частоту прибор сможет измерить. На этих параметрах генератора убедимся, что именно такое среднеквадратичное значение формирует сигнал. На примере индикации осциллографа Rigol, в котором отражается почти такое же среднеквадратичное значение, как и на мультиметрах. 200 Гц есть. 1000 Гц. Видим, сохраняется точное измерение переменного напряжения, истинное значение напряжения. Чуть падает на 2 кГц, на 3 кГц, еще больше падение напряжения, хотя видим, прекрасно частота измеряется даже 5 кГц. А свыше 6,7 кГц уже теряется сигнал. Для этого прибора также не будем растягивать видео. Измеряется почти все одинаково. При этом на 1 кГц видим отличный результат измерения среднеквадратичного истинного измерения. И она тоже измеряет точно так же почти до 6,7 кГц частоты. Для полноты картины коротко проведем измерения и с измененной формой сигнала, такой как меандр, пила, но за основу снова возьмем амплитуду в 25 вольт и частоту в 1 кГц. Одинаковые результаты измерения и на этом приборе. Еще такой важный момент. Проверим, на каком напряжении прибор включается. На мультиметре видим малые токи стартовые. На 2 вольта есть попытки.
И на отметке 2,4 вольта в совокупности это два аккумуляторных элемента питания примерно такого типа. И как видим, для такого большого дисплея очень низкие токи потребления, всего 1,5 мА. Ну и при достижении нормального напряжения на элементах алкалиновых, к примеру, видим, ток потребления поднимается до 1,9 мА. И этот расход тока можно резко поднять в 10 раз, почти в 10 раз при включении подсветки дисплея. Еще такой тест потребления тока прибором в выключенном состоянии. К сожалению, токи потребляет. И как видим, точный результат: 24 микроампер тока постоянного потребления в выключенном состоянии. Сравнивать прибор нет особого смысла. Один в один повторяет все параметры предыдущего токов потребления, в том числе этот прибор точно так же потребляет ток в выключенном состоянии. По поводу того, что смогут ли эти смарт-мультиметры вытеснить традиционные для нас с механическим переключателем приборы, это, конечно, дело и вопрос времени, потому что, учитывая особенность приборов, отсутствие механических селекторов, ну и долговечность прибора, или же, так сказать, почти вечные приборы, и совсем скоро вполне возможно, что сможем увидеть очень хорошие мультиметры с настоящей IPS матрицей. Далее видим работу NCV. На синем приборе можем видеть чуть больше чувствительность. Оба прибора одинаково неплохо пытаются отличить фазный провод. Теперь будем заглядывать в начинку прибора. Ну и в знак поддержки канала очень полезно поставить лайк, написать комментарий, подписаться. И что касается начинки прибора, здесь, конечно, практически вообще невозможно найти хоть какое-то отличие. На приборах установлено по одному предохранителю, скорее это по 10 ампер, один на обе цепи. Сейчас многие производители мультиметров прибегают к установке вот таких крупных реле. В работе прибора слышно, как щелкается и идет переключение режимов. На этом приборе также видно следы канифоли, не очень аккуратная пайка. В целом придется приложить руку и провести чистку. Ну и следы канифоли здесь также присутствуют. Видим даже одинаковую версию, маркировку даты. Ну и самое слабое место у этого мультиметра — это функция фонарика, роль которого выполняет вот такой светодиод. Перепайка данных светодиодов вряд ли сможет решить проблему, потому что складывается впечатление, что этот же светодиод, он горит не на всю мощность. И здесь скорее будет более правильное решение заменить резистор, где будет предусмотрено чуть более высокий ток питания светодиода. Спасибо за просмотр.